Одна из самых напряженных и драматических сцен в фильме «Ярость» — это атака американских танков на немецкие позиции, где замаскировались расчеты с пушками ПАК-40. На минуту эта 75-миллиметровая пушка едва ли не лучшее противотанковое орудие всей Второй мировой войны. На экране командир Шермана видит впереди дым и сожженную технику, понимает, что впереди серьезная опасность, и приказывает пехоте: «Слезай с танков». Выглядит все это очень впечатляюще. Шерманы медленно движутся по открытому полю. Немецкие расчеты открывают огонь из засады, а экипаж Брэда Питта пытается на ощупь вычислить, откуда бьют, чтобы уничтожить замаскированные орудия. Но если отложить в сторону эмоции и вспомнить историю, насколько этот бой соответствует реальности. Начнем с самого оружия. Немецкая ПАК-40 – это огромная угроза для танкистов. Она уверенно поражала большинство американских Шерманов на типичных дистанциях боя и пробивала их броню без особых проблем. Именно поэтому в реальной жизни танкисты старались не выходить на открытое пространство без разведки и поддержки пехоты. Дураков не было. Замаскированная противотанковая пушка могла уничтожить несколько машин еще до того, как ее позицию вообще удавалось обнаружить. В фильме немцы устраивают именно такую засаду. Однако здесь к режиссерам сразу возникает много вопросов по части реализма. Расчеты ПАК-40 несколько раз стреляют по медленно приближающимся танкам и умудряются либо промахиваться, либо наносить лишь незначительные повреждения. На практике хорошо подготовленный расчет на такой дистанции имел бы огромные шансы попасть в цель уже первыми выстрелами. Конечно, нужно учитывать психологическое напряжение артиллеристов. Все-таки, когда на тебя движется стальная лавина, нервы могут сдать у кого угодно. Еще один сомнительный тактический момент – последовательность действий немецких орудий. В фильме они вступают в бой почти по очереди, позволяя американцам сосредоточить огонь на каждой позиции отдельно. В реальной тактике несколько противотанковых пушек обычно открывали огонь одновременно, создавая перекрестный обстрел. При таком раскладе вероятность уничтожения атакующих танков возрастала в разы, и у американцев почти не осталось бы шансов. Тем не менее, за некоторые детали создателям фильма хочется сказать спасибо. Очень убедительно показано, как после первых выстрелов экипажи Шерманов пытаются определить источник огня по вспышкам и дыму. А затем быстро подавляют обнаруженные позиции массированным ответом. Именно так танкисты чаще всего и действовали. Главной задачей было как можно быстрее заставить противотанковое орудие замолчать, пока оно не перещелкало всех. Пехота тоже грамотно выстроилась за танками, чтобы не попасть под вражеский обстрел. А уж трассеры от пуль и рикошеты снарядов от брони показаны просто отлично и правдоподобно. Психологическое напряжение режиссер тоже передал на ура. Делай свою работу! Делай, что говорят! Я же перезаряжал! Сидя в железной коробке, экипаж никогда не знает, где скрывается следующая пушка. Один точный выстрел способен мгновенно превратить танк в пылающую ловушку. И это ощущение постоянной опасности фильм передает очень сильно. Правда, без чисто кинематографических условностей не обошлось. После попадания немецкие орудия эффектно взрываются огромными огненными шарами. В действительности пушка — это металл, она не может так детонировать. Расчет мог быть уничтожен или мог покинуть позицию без столь зрелищных эффектов. Масштабные взрывы происходили лишь в том случае, если воспламенялся находившийся рядом боезапас. Единственная непонятная команда Брэда Питта — стрелять бронебойным снарядом. По логике вещей, для уничтожения расчета орудия гораздо лучше подошел бы осколочно-фугасный или фосфорный снаряд, чтобы выжечь позицию. Как вам кажется? Пишите свое мнение в комментариях. В итоге сцену нельзя назвать полностью исторически точной. Она заметно упрощает действия немецких расчетов и делает американские танки куда более живучими, чем они были в подобных условиях. Однако сама идея боя против хорошо замаскированной артиллерии показана верно. Для экипажа танка такая встреча была одним из самых опасных сценариев на поле боя. Если оценивать эпизод по 10-бальной шкале, то за атмосферу, напряжение и понимание угрозы ему можно смело поставить 9 из 10.
А вот с точки зрения тактики и вероятности исхода скорее 6-7 баллов. В реальном бою ПАК-40 успела бы нанести атакующим гораздо более тяжелые потери, чем это показано в фильме. Еще одна запоминающаяся сцена фильма «Ярость» – это совместные действия американских танков и пехоты во время штурма немецкого населенного пункта. На экране экипаж Шермана медленно продвигается по улицам, а солдаты внимательно проверяют каждый дом, опасаясь засады. Именно здесь фильм наглядно показывает одну из главных истин городской войны. Танк в городе без поддержки пехоты крайне уязвим и практически обречен. В реальности танки и пехота действовали как единое целое. Бронемашины обеспечивали огневую мощь, уничтожали укрепленные точки и подавляли сопротивление. А пехотинцы прикрывали танки от противника, который мог скрываться в подвалах, окнах или на крышах зданий с противотанковым оружием вроде фаус-патрона. В фильме этот принцип взаимодействия показан достаточно убедительно. Особенно реалистично выглядит осторожное продвижение по улицам. Экипажи не мчатся вперед на полной скорости, а постоянно осматривают перекрестки и фасады домов. Во время Второй мировой войны именно в городской застройке танки чаще всего становились жертвами засад, поэтому бдительность была вопросом жизни и смерти. Однако есть и художественные допущения. В некоторых эпизодах пехота движется слишком открыто и недостаточно использует укрытие, идя чуть ли не в полный рост. В настоящем бою солдаты обычно передвигались короткими перебежками, прикрывая друг друга стволами и избегая длительного нахождения на открытом пространстве. Также фильм несколько упрощает саму зачистку зданий. На практике каждый дом мог превратиться в отдельную крепость. Перед входом в помещение тщательно проверяли, обязательно использовали гранаты, а продвижение по лестницам и коридорам происходило медленно, осторожно и с огромным риском для жизни. Отдельного внимания заслуживает взаимодействие экипажа танка с пехотой. В «Ярости» четко показано, как командиры постоянно поддерживают связь по рации и координируют свои действия. Это полностью соответствует реальной тактике. Без такого контакта наступление в городе мгновенно захлебывалось и заканчивалось огромными потерями. Фильм также хорошо передает психологическое давление. Противник может появиться буквально из любого окна, но одна удачно выпущенная противотанковая граната способна вывести из строя даже самый исправный танк. Именно поэтому опытные экипажи никогда не действовали в одиночку. При этом зрелищность все же берет вверх над абсолютной исторической точностью. Некоторые перестрелки длятся дольше, чем это было бы в реальности. А противник иногда упускает очевидные и выгодные возможности для атаки. Кроме того, городские бои показаны менее хаотичными, чем они были на самом деле, где дым, пыль от разрушенных зданий и гарь серьезно ограничивали обзор. В целом, сцены штурма и зачистки населенного пункта в «Ярости» заслуживают высокой оценки. Они убедительно демонстрируют зрителям, что танк сам по себе не способен эффективно контролировать городские улицы, и что успех операции во многом зависит от слаженной работы экипажа и сопровождающей его пехоты. Если говорить о реализме, то этот эпизод можно оценить примерно на 8 из 10. Создатели фильма удачно передали основные принципы городского боя, хотя ради драматического эффекта местами упростили тактику и сделали действия персонажей более кинематографичными. Друзья, спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Будут еще много интересных видео.